Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю быстрый, необыкновенно вкусный муссовый торт «Красная шапочка». Клубничный торт, тающий буквально во рту, готовится из самых простых и доступных ингредиентов, недорогой посредством получается. Торт готовится несложно, все точные ингредиенты я покажу вам в данном видео. И сначала приготовлю бисквит. Для бисквита мне понадобится 120 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 6 грамм разрыхлителя. Все я это перемешиваю и сухую смесь пока что я отставляю в сторону. 4 яйца среднего размера, небольшая щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до состояния пены. Добавляю туда сразу 120 грамм сахара. Взбиваю эту массу с сахаром примерно 1 минуту и добавляю туда 15 грамм кукурузного крахмала. И взбиваю теперь всю эту смесь примерно еще 7 минут. То есть в общей сложности я взбивал яичную массу около 8 минут. Добавляю туда 60 грамм растительного масла без запаха и 100 мл молока комнатной температуры. Все просто перемешиваю, ничего уже дальше не взбиваю. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Все это просто быстро перемешиваю венчиками. Ничего лопаткой я здесь не вмешиваю. Все перемешала до однородности. Обязательно прохожусь со стеночек и со дна посуды. Форма у меня без дна здесь, обычное кондитерское кольцо, 20 сантиметров в диаметре. Выпекать буду при 175 градусах, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 40 минут. И пока печется бисквит, я уже готовлю ягодную начинку. 700 грамм свежемороженой клубники я разморозила и пробила блендером. Добавляю туда 80 грамм сахара и сок половины лимона. Все это быстро перемешиваю. Перетираю сейчас все это через сито. Вы можете этого не делать, но я хочу, чтобы у меня не было косточек и волокон в муссе. Еще раз повторяю, это просто мое такое пожелание было. Довожу сейчас все это пюре уже до кипения и сразу же снимаю с огня, чтобы пастеризовалась вся эта масса, чтобы не сырая была ягода. Закипевшую массу я переливаю в 2 емкости. В квадратную емкость, чтобы быстрее остыла, я наливаю 350 грамм пюре. И в миску я наливаю 300 грамм пюре. Это будет у нас заливка сверху. Прямоугольную емкость я взяла, чтобы быстрее остыла, чтобы с ним приготовить мусс с этим пюре. 10 грамм желатина. Я заливаю сейчас 7 ложками холодной кипяченой воды. Это примерно 65 вот так вот грамм воды будет. Сразу же быстро перемешиваю, отставляю в сторону до набухания. Здесь у меня 4 грамма желатина. Наливаю туда 4 ложки холодной кипяченой воды и даю также набухнуть. Желатин у меня здесь силы 220 блюм. Итак, 10 грамм желатина набухшего я добавляю в пюре в прямоугольной форме и хорошо перемешиваю. 4 грамма набухшего желатина я добавляю в миску, это для заливки сверху. Отставляю в сторону. Все эти массы сейчас у меня остынут до комнатной температуры. Бисквит испекся. Я ему даю полностью остыть сейчас в форме и сразу же его нарезаю на коржи. Мне понадобится здесь 3 коржа, останется еще шапочка. Вы можете в качестве обсыпки это использовать, это кому как нравится. Коржи идеальные получаются. Я очень люблю всегда использовать в тортах вот этот шоколадный шифоновый бисквит. Рецепт, которым я очень часто пользуюсь, и многие торты я делаю именно с ним. Для этого муссового торта он подходит просто замечательно. Именно вот этот шифоновый шоколадный бисквит. Он очень нежный. Здесь хочу показать вам качество струны. Она как бы с рифленями с такими. Это самая хорошая, на мой взгляд, струна для нарезания бисквитов, потому что очень многие спрашивают меня в комментариях, какую струну покупать. Вот я такой пользуюсь, очень мне нравится. Сразу же подготовила сейчас кондитерское кольцо с ацетатной пленкой для заливки мусса.
Здесь у меня 200 мл охлажденных сливок для взбивания, 8 грамм ванильного сахара и 40 грамм сахара туда добавляю. Взбиваю просто до пышности, даже не до мягких пиков. Наливаю туда сейчас 350 грамм клубничного творожка. У меня в данном случае творожок, вы можете просто клубничный йогурт использовать. Я взяла именно творожок для того, чтобы там не было вот этих косточек, потому что в йогурте очень часто именно косточки есть. 3,5% жирности у меня этот творожок. И добавляю сейчас туда остывшую до комнатной температуры всю вот эту клубничную смесь уже с желатином из прямоугольной формы. То есть 350 грамм пюре там было. Перемешиваю просто до однородности, ничего взбивать не нужно. Килограмм, примерно 20 грамм массы у меня было, разделяю на 2 равные части, то есть по 500 грамм примерно. Вылила сразу первую порцию на нижний корж, выкладываю второй корж. И заметьте, коржи эти ни нижние, ни средние я намеренно не пропитываю. Они пропитаются от этого мусса, иначе если будем пропитывать, они просто просядут. Коржи сами по себе уже очень нежные и влажные. Выливаю вторую порцию мусса. Работать здесь нужно уже достаточно быстро, потому что мусс быстро схватывается. Верхний корж я пропитала просто молоком. Сейчас на верхний корж я выливаю растопленный шоколад с маслом. Здесь у меня 50 грамм молочного шоколада, 40% какао и 50 грамм растопленного сливочного масла. Просто такая глазурь, которая будет идеально держать форму и идеально потом нарезаться. Убираю в холодильник до застывания. Когда глазурь застыла, мусс внутри еще не застыл. А вот глазурь, когда застыла, я наливаю на нее сразу, очень аккуратно, при помощи половника, всю эту ягодную смесь из миски, где у нас было 300 грамм ягодного пюре. И убираю теперь уже часа на 4 минимум до полного застывания. В принципе, торт уже готов. У меня прошло около 5 часов здесь уже. Я снимаю очень аккуратно ацетатную пленку. Торт очень красивый получается. Я его не стала ничем украшать. Он сам по себе такой летний, очень яркий и очень хорошо соответствует своему названию. Вкус, который нравится всем, и взрослым, и детям. Съедается такой торт мгновенно. Он очень освежающий в летнюю жару. Очень рекомендую его готовить. И вообще для тех, кто любит именно муссовые клубничные десерты, очень рекомендую. Вы можете также с малиной его приготовить, с вишней, с любыми красными ягодами можно готовить. С малиной тогда, конечно, сахара надо брать побольше. Разрезаю обычным крупным ножом, то есть ни в коем случае не горячим. Разрезается он превосходно. И это же количество ингредиентов вы смело можете использовать и на 22 см в диаметре, просто слои будут тогда потоньше. Просто сейчас тортик достаточно высокий, он 10 см в высоту. Вот такой шикарный разрез получается. Все слои прослеживаются. Торт вкуснейший, его даже здесь описывать не нужно, потому что здесь все вкусно. Необыкновенно легкий, нежный бисквит дополняет вот этот клубничный мусс. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.